Всем доброго дня, друзья мои. Хочу вам рассказать о жизненном подвиге одной замечательной женщины прошлого века, даже позапрошлого века. На таких женщинах держится страна, мир. Их работа не видна. Точнее, не замечено миром. Но без них не было бы цивилизации. Это женщины, которые берут на себя функцию и повитухи, и лекарши, и хозяйки дома. Они и шьют, и вышивают, и ткут, и чего только они не умеют. Но судьба их, к сожалению, весьма несчастна, потому что в нашем мире добрые поступки принимаются за слабость. Эту историю мне рассказала очень давно, еще в моей юности, баба Аня, наша соседка. Она рассказала не только мне, а нам, девочкам, о горькой судьбе русской женщины по имени Евдокия, Дуся. Как ей пришлось несладко в этом мире, и как за нее заступились, как она говорила, высшие силы. Евдокия была из зажиточной крестьянской семьи, как сейчас бы сказали, из кулаков. Большая семья, много детей. Правда, были сестры, один брат. Брат был женат, он был один из средних детей. Младшая сестра, которая была моложе нее, позже тоже вышла замуж. Но вначале они вдвоем жили с матерью, с отцом, с братом, со снохой, с их детьми. Вели огромное хозяйство. Младшая сестра была языкастая, могла за себя постоять, не давала себя в обиду. И все время давала отпор матери, которая была нравом очень жестоким человеком. Отец был добрый, спокойный мужик и всегда защищал дочерей. Вот младшую дочь Марию выдали замуж, она вышла замуж, и защиты у Евдокии поубавилось. Она немного хромала, но с лица была очень красивая девушка, поэтому к ней сватались. Еще сватались, потому что она была очень хозяйственная. Золотые руки, рукодельница, всех одевала, вышивала, ткала. Весь дом держался на ней. И пока сноха, которая вечно притворялась больной и немощной, спала, она просыпалась ранним утром, кормила все хозяйство, выводила коров, у них были овцы, лошади. Одним словом, огромное хозяйство, которое легла на ее плечи. Ее сватали, но мать не соглашалась. Ей все не нравились. Это позже потом все поняли, что она не хотела отпускать работницу. Ну и прошли такие уже лета, когда ей было уже под 30. Тогда это считалось не только старой девой, это очень старая дева. Она осталась дома в девках. К ней начали свататься уже мужчины чуть менее, скажем, желательные. Это вдовцы, это мужчины, которые были старше намного. Но и тогда мать не соглашалась, тем более за каких-то там вдовцов и старых мужиков выдавать свою дочь. Пока отец был жив, он все время за нее заступался. Мог наказать сына за то, что тот
замахнулся на сестру, мог жену наказать. Но когда отца не стало, у Евдокии не стало защиты совсем. Сестра, которая была замужем, время от времени приезжала, клевала родных, защищала ее, но она была замужем, жила далеко, и, естественно, постоянно приходить и помогать ей она не могла. И началось для тиранов раздолье. То ли дело видели Евдокию с опухшими от слез глазами, которая выходила управляться ранним утром. Ее выселили из дома, построили маленький сарай во дворе, и она жила там. Ее не подпускали к столу. Говорили, что она проклятая, что ее замуж не взяли. Хотя мать постаралась, чтобы она не вышла замуж. Упрекали куском хлеба, хотя она работала больше всех. Дети тайком бегали к ней, потому что они очень любили свою тетю. Она была добрейшей души человек. Но годы проходили, а мучения становились все более невыносимые. Однажды брат избил ее за какую-то провинность, как ему показалось. Мать поддакивала, подливала масло в огонь. Сноха посмеивалась, веселилась, ее это забавляло. И как-то пришла она к ним домой, они сидели за столом, не ожидали ее. Она сказала им: «Вы не родные люди, вы хуже врагов. Бог вам судья». Повернулась и ушла. И на следующее утро она не вышла управляться со скотиной. Она вообще не вышла из своей маленькой лачушки. И ее там нашли повешенной. Не выдержала этих мучений, не смогла больше перенести. И ушла из жизни замечательный, прекрасный человек. Ну что же, похоронили. И как бы забыли о ней. Но проходит некоторое время, не очень долгое, и у брата начинает в буквальном смысле высыхать рука. Наверное, та рука, которым он так часто любил бить по голове свою сестру. Его возят по местным врачам. Врачи разводят руками. Говорят, что рука без причины начала слабеть. И в конце концов рука просто начала висеть на нем. Неподвижно. Рука перестала работать. Через некоторое время у снохи обнаружили чехотку. И для того, чтобы она не заразила домочадцев, тогда люди очень боялись этой болезни, ее перенесли в ту лачушку, где жила Евдокия. Ее не пускали за стол, ей приносили еду, оставляли там. Ну и ждали ее смерти, потому что это не лечилось тогда практически. Через некоторое время она умерла. Потом мать упала, сломала себе ногу или бедро и стала лежачей. Сын с одной рукой не мог за ней ухаживать, а дети не приезжали. Дети ее не любили. Внуки, которые уже тоже в малолетстве создали свои семьи, и сын, старший сын, то есть старший внук, он не жил с отцом, потому что не мог выносить его характер. Он разделился, забрал свою долю и ушел. И больше к ним не приходил и не спрашивал, как они и что они. Каким-то чудесным образом дети полностью отвернулись от родителей и перестали им помогать. Поскольку он был больной человек, не справлялся
с этим хозяйством, ему пришлось это все продавать. В поле никто не выходил, не работал. Они дошли до нищеты. Сноха умерла. Следом умерла свекровь. Василий так боялся и переживал, что пришел к батюшке, наконец-то, приняв свою вину. Это брата так звали. Он пришел, сказал, что он готов отдать церкви все, что продал, все свое хозяйство, все вырученные деньги он готов отдать церкви, лишь бы церковь помогла остановить это проклятие. Он, видимо, был намерен опять создать семью, жить. Он не хотел умирать, не хотел жить в нищете и быть неполноценным. Ну и вот решился наконец-то прийти и попросить о помощи. Но батюшка был разумный, достойный человек, видимо, и он сказал ему, что искупается грех поступками, а не подачками. И что вот эти деньги и все деньги мира ему не помогут, потому что он извел свою сестру и довел ее до могилы. Теперь за это расплачивается. И если он хочет, чтобы Бог его простил, он должен делать, то есть творить добрые поступки. Однако, видимо, Василию не суждено было получить прощение, или не хотели его прощения, или он должен был сполна ответить за загубленную жизнь своей сестры. Поэтому Василий не успел добрыми делами искупить свою вину. Его нашли на утро, он умер. Он лежал у себя в хате, уже не дышал. И вот таким образом силы, хоть и поздно, но заступились за Евдокию. Они наказали всю семью за ее загубленную жизнь. Мораль. Не думайте, что если человек одинок, а в то время не быть замужем было равно одиночеству и беззащитности, и старые девы отрабатывали свой хлеб из последних сил, да и сейчас это есть. Никогда не обижайте людей, у которых нет защиты, в вашем понимании. Потому что у таких людей за спиной совершенно другие силы. Это люди, которые приходят на помощь при любой беде, но их можно легко и просто обвинить в чем угодно. Ибо человечество ищет того, кто поможет, и кого можно потом обвинить во всех грехах. Снимая с себя ответственность, так легче жить. Ты проклятая, не подходи к столу. Ты не замужем, не ходи с нами гулять, чтобы люди не видели. Ты никому не нужна, работай, много делай, но в ответ не будет благодарности. И людям кажется, что это сходит им с рук. Но именно в тот момент, когда им кажется, что уже все обошлось и все хорошо, наступает наказание. Будьте осторожны со своими словами, действиями. Если у вас есть такие родственники, которых вы называете убогими, слово «убоги», «у Бога» за пазухой или «у богов», это слово не просто так придумали. Он у Бога, и поэтому его обижать, унижать и травить нельзя. Тот, который за себя не может заступиться, тот, которому идти некуда. Во многих семьях и сейчас, и по сей день травят и таких девушек, которые не вышли замуж, или что-то у них не получилось. И таких женщин, которым пришлось возвращаться с ребенком назад, к брату или к родителям. Их унижают и травят, не понимая, что когда-нибудь за их загубленную жизнь они будут отвечать.
тот, кого вы считаете убогим, несчастным, ненужным, изгоем, может быть намного полезнее, нужнее мирозданию и силам, которые управляют нашей судьбой, больше, чем ты и тебе подобные. Всем удачи!